Всем привет! Если вы уже посмотрели о том, как ваш покорный слуга прокатился по Африке, позагорал на пляжах Южного Ливана, сходил в горы и замерз как туцик на вершинах французских Альп, то самое время познакомиться с еще одной главой этой военщины, а именно жизнь в полях. Вы спросите, а как же жизнь в полку? В принципе, вся жизнь в полку сводится к ежедневной рутине. Иногда приезжают различные проверки, здесь, например, ежегодная проверка всех стволов. Так что за неделю до приезда инспекции все оружие тщательно чистится, чтобы перед людьми стыдно не было. После 17:30 вечерком обычно народ стягивается в полковое питейное заведение, а кому лень туда идти, спускаются на первый этаж казармы, где тоже можно прибухнуть пивком и поиграть в бильярд. А вот по этой перекошенной съемке мы можем сделать вывод, что оператор уже остаканился. И если ты находишься в полку, то обычно все так и происходит. И люди, не замечая, подписывают и подписывают новые контракты. А бывает и такое, что на первый этаж спускаться лень, тогда можно нахлобучиться в своей комнате. А с утра начинается опять все сначала. И да, приходится выгонять зеленого змея. Полоса препятствий для этого отлично подходит, но и это не беда. При желании можно сменить локацию. Это сегодня у нас такая прогулка особого режима. Подняться в горы связанными веревками. Вот такими веревочками 3 человека подняться до того, я не знаю, что это за предмет кругленький, и не умереть. В следующий раз это может быть какой-то полковой праздник, в честь которого устраивают праздничный забег. И опять бег, только это уже людей отправляют в учебку, и для этого они должны сдать тесты. Это один из самых изнурительных, 8 километров, автомат, каска и 8 килограмм груза за спиной. Я думаю, вы поняли, что жизнь в полку довольно однообразна, а этот автобус, стоящий ранним утром у казармы, говорит нам о том, что наше подразделение уезжает в поля. Мы приехали в ту часть Франции, где практически всегда хреновая погода. Дождь и ветер, а если еще и холод, вот это и есть лучшие недруги солдата. Заселились мы в апартаменты. Роскошью здесь и не пахнет. Где же этот пресловутый евроремонт? Ну, хоть не на улице. Это был не первый выезд хрен знает куда, и я уже знал, что в такие командировки всегда нужно брать с собой дуйчик. Спасибо ему большое. Основная наша задача заключается в том, чтобы соорудить палаточный городок. Времени у нас было примерно неделя до приезда квартирантов. Работа нудная, скучная, монотонная. Таскать и собирать эти палатки. Через пару дней весь энтузиазм пропадает, и те, у кого выслуги немного побольше, начинают шариться, пока молодые легеры делают свою работу. Ну а что вы хотели, ансианы? Поставили палатки. Они двойные, на полу коврики, конечно же печки. В общем, полный фарш. Служи, солдат, как я служил, а я на службу траля-ля. А вот вам причина плохого настроения. Дождь дождем, а работу делать надо. На одну палатку у нас уходит где-то 47 минут, если ее собирает 10 человек. Ну вот уже ребята заходят на сервак. Казалось бы, можно начинать играть, но, к сожалению, это реальная жизнь. А здесь нужно уделить внимание всякого рода железякам и безделушкам. Все это саперные приспособления, 90% из которых вообще не нужны. Но мы их всегда тягаем за собой, иначе солдату будет меньше работы, а это вредно. Сейчас все напились, выпили все свои резервы. И будут потом ночью жестко охуевать. Обычно мы так жестко в полях никогда не бухали, но тут собралась компания и все друг друга поняли. Ну что сказать, учения серьезные, тут без пол-литра ну никак не разберешься, где свои, а где чужие. Да, добро пожаловать на борт нашего корабля. Наш полет продлится 1 час 8 минут. Температура за бортом 25 градусов. Пассажиров просим пристегнуть ремни безопасности. И
Иначе вы рискуете Ну где спали все? А я потом в Абе спал. Вот нас подбили. Грозный танк. Кстати, в наших движухах, когда кого-то убивают, то этот кто-то должен проследовать в отстойник. Так мы и сделали. И уже на следующем эпизоде организаторы нас, конечно, воскресят. В общем, это время, когда можно выспаться. Специальный отряд инженерных саперов. Рядом с нами зажужжала БМП. Организаторы ее воскресили. Там ребята получили приказ и поедут на свою позицию. А мы продолжаем ждать свою очередь, чтобы зареспауниться снова. Даже не спит. Зомби-апокалипсис наступил. Зомби-апокалипсис. Voilà. Je me rappelle, on est resté un jour comme ça. On se faisait par la tête, le mal à la tête. Мы снова в игре, и тут произошел случай. В общем, эта машинка наших противников застряла, и мы по доброте душевной решили ее вытащить. Сейчас мы находимся в центре, где отрабатываются действия подразделения в лесах и полях. Ну и в деревнях растут 3 домика стоит. При всем этом костюмы песчаного цвета – это элементы учебного ОЗК, а иногда приходится бегать и в противогазах. Обычно такая войнушка длится от 3 до 5 дней, и это выматывает не только физически, но и материально. Так как сухпайки есть никому не интересно, то всегда на такие учения закупается много еды. Местные магазины чувствуют себя прекрасно, так как такие учения проводятся нон-стоп, меняются только подразделения. Вот так со свистом гонит наш ВАП на новое задание. Для некоторых людей этот звук прям ностальгия. Подъезжаем к танкистам, а вообще наше саперное отделение на этих учениях всегда придается кому-либо. То пехоте, то танкистам, то легкой разведке. Вот так и живем. С течением времени весь азарт этих учений спадает. Это не как в шутере «пошел и стреляй». Здесь очень много приходится тупить и ждать. Так что наше отделение из 8 человек заняло какую-то позицию. Так сказать, держим оборону. Бля, у тебя пар нету нормальных. О! Я снимаю на видос. Ночью на этих учениях мы тоже в принципе не спим, так как нужно все время ставить минные заграждения или же куда-то ехать. Полный привод. Иногда случалось так, что наш БТР в реальности ломался, и чтобы продолжить игру, нас пересаживали на грузовик, в народе ЖБ-коптер. Все свое барахло из ВАБа мы взяли с собой, и конечно же в кузове на ветру было не очень интересно. Что касается учений, то здесь мы уже перемещаемся в другую локацию. Французы очень любят проводить учения в реальных городах и поселках. То есть люди такие живут своей жизнью, ездят на работу, ходят в кафе, а рядом у их порога лежит солдат, а в окно смотрит пушка АМХ. Снять все это в городе не очень получилось. А на этой лужайке слева от грузовика один сержант заметил подснежники и решил их забрать себе домой. То есть мы все время возили с собой эти цветочки. Что тебе надо там? Или в купе? Балабай после Охуел солдат. Базанов, это ваш шанже, дом 5 минут. Ну да. Начал работать. Уже немного темнеет, едем на ночевку. Остановились на какой-то дороге и постелили тент. Самое время поужинать. Аня, не, берет моя красный свет нормально освещает. Да? Да. Я просто видосик делаю, потом оно выльется в киношку.
Одну я... Это не освещается. Просто хуй знает, люди не поймут, что это просто так на дороге нахуй. Ну ладно. А чтоб вы поняли, что это просто так на дороге, мы воспользуемся прибором ночного видения. Подошла моя очередь на охранение нашей стоянки. Заодно и покажу вам все здесь. Вот значит дорога, а здесь разлеглась наша банда. Рядом стоит наш грузовик, который играет роль ВАБа. А дальше там стоит AMX 10 RS. Французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируется так же, как колесный танк. Пришел на пост, где один такой обалдуй стоит возле AMX, а второй сидит в башне. Но что-то мне подсказывает, что тот, кто сидит в башне, просто спит. А что касается AMX, то броня у него алюминиевая, пушка 105 мм, производился он с 1976 по 1994 год. В общем, эту машину уже отправляют на пенсию. С 2022 года там уже выпустили новую модификацию. Но это уже совсем другая история, а мне пора спать. Остается закопаться в свой спальник и спокойной ночи. Погода здесь изменчивая, наши покатушки подошли к завершению. После учений все наше железо нужно помыть и обслужить. Полевая прачечная тоже имеется и работает. Тут у нас и стиральная машинка, и сушка. Приехали в полк, а тут какой-то праздник опять. Попади гранатой в форточку, а затем на десерт праздничный забег. А потом какой-нибудь марш куда-нибудь. Конечно, эти все мероприятия не сказать, что каждый день, но частенько любят подобное устраивать. Так как полк у нас инженерно-саперный, а на эмблеме полка есть Римский мост, то и наш марш мы решили, в смысле решали это не мы, но пошли мы к Римскому мосту. Медведев решил пойти по своему пути. Итак, мы в джунглях, в тропических лесах. Конечно, они никакие не тропические, все это сказки. Просто кто-то, сука, не дружит с картой, блять. В общем, через дебри мы дошли к этому Римскому мосту, сфотографировались, и потом большим чинам стало тяжело, и они вызвали автобусы, и мы уехали в свою казарму. Настал обед. Итак, сейчас мы поднимаемся в горочку. Как показывает практика, ходить с барахлом за спиной – это, по-моему, главная наша задача. Видосик. Да. У нас опять смена декораций. Сейчас мы попали на стажировку. С роты набрали людей и отвезли на пару недель на Горик. Это такой полигон возле Нима. Здесь мы 2 недели будем проходить курсы на дистанционное управление пулеметом Браунинг М2. Это самая секретная французская разработка. Да, тут было принято решение, что в будущем в Мали лучше не бегать по пустыням и как-то спокойно снимать все происходящее. То, что вы в принципе уже увидели, а если нет, то посмотрите. Наша стажировка, как и всегда, с любым оружием заключалась в изучении теории, а потом, конечно, нужно и пострелять. Запулили ленту и в путь. Тут я хотел снять это дело изнутри, но как всегда в такие моменты что-то пошло не так, и вместо очереди какие-то одиночные пиф-пафы. Готовим ленты на ночь, чтобы ночью не тупить, а просто отстреляться. Блин, а на видео темно очень. На видео темно. Обычно ночные стрельбы не очень удобное мероприятие, но так как там на мониторе был режим ночного видения, тепловизор, то стрельбы проходили нормально. Единственное, вы ничего не видите, но это не беда. Смотрите, как летают трассера. Даже в рифму вам сказал.
А тут нам прилетело другое известие. Зацените котика, кстати. У нас просрочился курс по медицинской подготовке во время боя. И поэтому попутно с пулеметным стажем мы уделили внимание и этому делу. И обязательно в заключении нужно запачкать автоматы. Якобы отделение идет куда-то и потом их атакуют злые жульбаны. И по сценарию кто-то получает ранение, ну вы все сами видите этот боевик. Потом турникет, морфин, якобы прилетает вертолет, и вот всех спасают, хэппи-энд. Ну, наверное, с хэппи-эндом не очень, потому что автоматы потом чистить надо. За всю историю моих стрельб это всегда было связано с каким-то стрессом, торопежкой и ожиданием, и насилованием мозгов. Но, к моему удивлению, это была первая стрельба, в которой можно было реально получить удовольствие. Это все там на Гориге, где мы проходили стаж. Эти стрельбы были перед отправкой в Мали, собрали всех пулеметчиков и дали вот так без напряга пострелять. Только ленты меняй. И сваба, и земли. Целый день мы стреляли, только стволы меняй. Бля, яичница. Видео снимаешь? Да. Легион Этранжер. Это интердив. Конечно, произведение искусства, изысканный дизайн. Что у нас внутри? Срач. Ну, это творческий беспорядок. Творческий беспорядок. Увеличим туда. Что у нас там имеется? Жик. Бутылка водки. Сейчас мы вам представляем 5-звездочный отель. Конечно, гувернантка еще не пришла с обеда, но она сделает потом уборку под открытым небом. В нашу специализацию, кроме минирования и разминирования, входит также и организация переправы через водные преграды. Если эти учения проходят летом, то это лайт, как был у нас. А если уже осенью, то, конечно, по колено в воде плюс холодный ветер удовольствия не доставляет. Еще один момент. В полку всегда есть нарушители и залетчики. Как показывает практика, за 5 лет контракта редко кому удается избежать гауптвахты. Здесь она называется толь. Основной отличительный признак нахождения на толе – это оранжевые жилеты. Основное занятие тальманов – это уборка и любые хозработы на территории полка. Ну и дурью помаяться никто не запрещает, если не палиться. Следующая наша остановка – это Канжерс. Это место считается крупнейшим полигоном в Европе, а в горах здесь расположен наш ФОБ. В простонародье база передового развертывания. Здесь отсылка к Мали, в таких ФОБах мы будем там жить постоянно. В небольшой комнате мы наставили раскладушек и стулья, довольно стесненные условия, в комнате 6 человек, но это лучше, чем спать на дороге. Ну а я без своего полосатого пледа никуда не поеду. Вот так и живем. Завели машины и мы поедем в тир, где нас будет ждать брифинг и какая-то организационная работа. Нас знакомят с полигоном, а место здесь живописное. На следующий день мы опять туда приехали, но уже пострелять. Кроме нас, здесь, как видно, стреляют и вертолеты. Но, как всегда, по закону подлости, первый залп вертушек я пропустил. А когда приготовился снимать второй, то моему другу приспичило покушать, и он загубил мне весь кадр. Но вертолет даже не стрелял. Есть что-то кушать? Нету. Рацион. Дай рацион. Но ты его выкинешь потом, куда хочешь. Да блядь. Тут подъехала и пехота на своем ВБСИ. Это
БМП. А этот броневик, командирская машина, называется ПВП. Там тебе и тепло, и мягкие кресла. В общем, тачка VIP. Уже отстрелялась пехота и производится осмотр оружия, чтоб какой-нибудь охламон не оставил патрон в патроннике, а БМП по ходу кнопку пуска дымов случайно нажали. Занятия здесь проходят со сменой позиций. Сначала мы отстреляли на полигоне по мишеням, а сейчас едем на другую точку. Это место отведено для того, чтобы здесь отрабатывать действия со взрывчаткой. Опять сержант меня от съемки происходящего отвлекает. Я тут снимаю, как ребята распаковывают шар-шаланже, или как еще в народе называют бангалорская торпеда. Национальная французская забава – взрывать бревна. А если по-научному, то это инженерное заграждение называется абати. Солдат с гранатометом как бы прикрывал людей, которые устанавливают заряд на деревья и возвращается к себе в машину. Смысл в том, чтобы повалить деревья вдоль дорог, и вероятному или невероятному противнику пришлось потратить время. Верхушки деревьев должны быть ориентированы в сторону врага. Деревья должны оставаться прикрепленные к пням, а глубина самого препятствия должна быть не менее 75 метров, чтобы его эффективность была максимальной. Стволы деревьев должны быть в диаметре от 60 сантиметров до 2 метров. Весь наш взвод, 3 ВАБа, по очереди отрабатывали это упражнение. Взорвав все, что было, мы переехали на другую учебную точку уже стрелять с пулемета, потому что пулеметчики тоже должны что-то делать. У нас здесь пострелушки. Так, вот это у нас БТРчик. И печка какая в БТРчике? Я ебу, fait trop froid, нахуй. Froid au pied, кува. Вот такая печка. С этих гор видно Средиземное море. Если что, мы в 50 километрах от Кан. Вот там где-то вдалеке. Вход в наш ФОП заграждаем колючей проволокой. Это тот момент, когда на нас ночью должно произойти нападение. Но снять это, к сожалению, не удалось. Глинтвейн очень хорошая штука, особенно в полях. Так котелок навернул, и все у тебя хорошо. Ну и там поехала как обычно. Вкусно с Борисом Бурдой. Так мы и обкатали этот конжерс. Нормативы по стрельбе. В данном случае мы их выполняем специально для того, чтобы поехать патрулировать какой-нибудь город. После терактов во Франции каждый город патрулируют военные. Оп-оп. Костик, Вот так вот мы да. живем. Вот, она, мой вот сосед. она. И я вас хочу пригласить на Это вам, в окошко. это вам не это. Да, это вам не это. И тут вам Вот не прям понимаешь. Достопримечательности. Нет, вот вниз туда покажи, вот так и приблизь, да. Ну Ага. да, всякие. Ага. В такую командировку я обычно попадал на 2 месяца. Каждый день с утра и до ночи наша группа патрулировала заданные районы города. Так мы покатались по Авиньону, по Марселю и Парижу. В Париже мы попали как раз во время протестов желтых жилетов. Было интересно за этим наблюдать. А так, в основном, несмотря на всю рутину, все-таки по городу кататься лучше, чем сидеть в части. Но поснимать толком не получилось. Начальники мои такие бояки камер, что ой-ой-ой. Хватит вам этих историй. Сейчас мы едем в далекие края под названием Сен-Зуб. Это еще один полигон со своей спецификой. Здесь мы решили построить город из консерв сухпайков, где наше начальство будет двигать стрелочки, а для начальства помельче и карта помельче. На всех, кто будет участвовать в нашей игре, надевают специальные датчики. Это касается и машин, и людей, и оружия.
Это плюс 10 к скорости и 20 к броне. Это плюс 10 к маскировке для работы в городе. Плюс 20 к скорости И это, далеко. да, и враг тебя не будет видеть, пока этот не пришлет разведчик. Знаешь, как в этом, в генерала играл, если машину покупаешь такую, его нигде не видно. Да, конечно, маскировать технику зеленой сеткой для ведения действий в городе как-то нелогично. Ну да ладно, местным законодателям мод виднее. Не знаю. Так. Если тачка есть, то можно штуку Европу съебашить. Коли в тебе випуск? Надо з 5 по 19. И первый день начался с небольшой вводной части и отработки каких-то элементарных упражнений. И, конечно, потупить, но куда ж без этого. Тут все тактикули отрабатывают приемы сверхсекретного бесконтактного боя. И как всегда у некоторых людей с 3 полосками при виде телефона включается желание обратить на себя внимание. Убили целый день на тупешку и выбивание дверей, а пехота покаталась на своем БМП. Персональный столик, пока все ребята выбивают последние двери, можно попить чайку. После экскурсии по всем локациям у нас настал день начала игры. Погода более-менее нормальная, GoPro на каске заряжена, так что будет интересно. Только на Маничеву похож. Надо, чтобы тоже наш, короче, когда подъезжаем, пусть по окнам сразу ебашит. Подъезжаем по окнам, Да, я тоже буду ебашить, если что-то увижу, просто вот та-та-та-та-та. Она снимает скрытая камера. Да. Можно маме передать привет? Да. Сколько у него Мама, со А? мной все хорошо. А сколько патронов кусателов? 200-200. 200-200? Да, не нужно, чтобы просто стоял пока. Вот ты будешь вылить, они не только заряжают. Ты же записываешь? А? Да, я просто решил обстановочку снять. Пока мы тут раздупляемся, пару слов об этом полигоне. Центр боевой подготовки городской зоны Сен-Зуб. Это специально построенный объект для обучения французских вооруженных сил навыкам ведения боевых действий в городских условиях. Он расположен в Сиссоне, на северо-востоке Франции. Это крупнейшая тренировочная площадка такого типа в Европе. Это сейчас мы подъехали к городу, который нужно штурмовать. Колонна построилась, то есть заняла позицию в лесу. Мы заняли позицию на подступах города. Вот стоит БМПшка. Здесь танчик. И пехота прошла на штурм города. Хуяся. Поднасрали, да? Ебать, тут канон на них такой смотрит. Заводи. Avancer jusqu'au coin mur avec de cette face là-bas. Окей. Sauf un peu le boîte de vitesse. Значит, враги где-то у нас наступают вот отсюда. Вот отсюда они пойдут. В нашу позицию мы находимся вот здесь. Vas-y, avance et tu appuies face là-bas. Окей. Окей. Juste un peu de temps. Oui. Juste pour 200. C'est bon. Давай, вперед. Вперед давай, подъезжай. Медленно подъезжай. Так, значит, продолжаем. Враги наступают отсюда, идут Словения, Хорватия, вот до сюда. И здесь мы стоим в Боснии. Вот. Они идут вот так. Дрык, жик, бум. Че, давай пробуй. По чуть-чуть.
Я, конечно, понимаю по чуть-чуть, но не так же. По чуть-чуть. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Стой! Вот эти вот пиу-пиу-пиу, это и есть пулеметный выстрел. Конечно, это не выглядит эффектно, но зато мне потом не нужно будет чистить эту бандуру. Нет, чистить нужно будет, но не так сильно. Главное, что датчик бьет. Остальное не важно. Где-то там в кустах засел вражеский танк. Ну а что мне, я пуляю, хотя это не помогает. Живю, живю! Назад! Назад! Через некоторое время мы переместились в другой сектор этой деревни. Все сидят на готове, так как эту деревеньку хотят захватить, а нам ее нужно оборонять. Чтобы пехоте перебежать на другую сторону, кто-то выкинул дымы. По звукам слышно, что интенсивность увеличивается, и условный противник занял окраину нашей деревеньки. Вариант. А? Как вы видите, особо-то нифига не слышно, что мне говорит соседний пулеметчик. Ну, вроде как в той стороне где-то он видел противника. Выезжаем посмотреть, что там происходит. С красной повязкой эта орбита стоит. Скажите, пожалуйста, где противник? Говорю я на французском. Enemy лаба! Вап! Стоп! 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 В общем, еще потупили, а враг потихоньку наступает. Мне показалось, что БТР противника совсем рядом, но показалось. Я не знаю, кто там победил, но походу время менять карту. Мы вместе с этим танком на колесах поехали уже на штурм другого города. Конечно, город отбабахали для этих учений интересный. На первый взгляд кажется, что маловат, но когда ты ножками с рюкзаком бегаешь туда-сюда, то этих размеров вполне хватает. При всем этом там еще в некоторых местах идет стройка. Начинается штурм города. Он сказал 84-е здание, это 87-е. Вот нахуя так говорить, да? Как он мне, блядь, заебал разные виражики. Ебать. Вот там, нахуй, блядь. Нахуя? Есть, ебать. Нахуя, ебать. Ты знаешь, что мы сейчас, блядь, минутой, блядь, и поедем. И сзади, впереди танки, и сзади нас Нет, танк. надо, чтоб я как долбоёб, ебать. Ну вообще, это сука не геликоптер. Я чтоб я, блядь, повернул налево, мне нужно, чтоб я прямо проехал, ебать. Прямо танк, сука, стоит. Причем, блядь, там еще, сука, столько грязи. Я ж не могу так вот просто взять на грязь, нахуй, блядь. Дебил, блядь. И вон здание, это 87-й, он нам 300 раз говорит, 84-й, 84-й, 84-й. Приехали, блядь. Говорит, знаешь как, поставь, вот туда поворачивай, поставь мне вап так. Он не сказал, поставь вап на этой вот, на этом месте, вот так как-то, за зданием. Вообще он этого слова не сказал. Как хрен его как поймешь. Вот то же самое, что вот сегодня мы ехали, это говорит, мы едем за 30-м. За 30-м. А потом говорит, когда мы поехали, это, короче, за 31-м, он говорит, да мы едем за 35-м, это просто в общем, а не 30-е. Еба, спецназ, да? Переехали в другое место, чтобы высадить ребят из машин. И сейчас они пойдут бегать и прыгать, захватывать этот город. А нам, экипажам машин, придется здесь подождать, пока они там набегаются. И это самое хорошее время, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. Здравствуйте, дорогие друзья. Это наш очередной выпуск «Вкусно с Борисом Бурдой». И сейчас мы будем готовить уникальное блюдо. Как там так сыгралось? Сначала нужно вылить остатки предыдущего чего-то чая, да?
Тебе надо чай? Будешь допивать? Для этого у нас есть встроенная не микроволновка, а газовая плита. Да-да. Так. Это супер специальная насадка, позволит вам быстро и вкусно приготовить любое блюдо. И ловким движением рук мы зажгли огонь. Да будет огонь. Затем нам надо добавить определенное количество водички. Пока у нас греется водичка, мы можем с вами приготовить. Мы сможем с вами сделать, так сказать, заготовку для нашего блюда. В волшебном ящичке мы поищем уникальное средство для утоления любого города. Вот, да, вот у нас пакетик, фирменный, между прочим, да. Добавляем наше средство, то бишь итальянские макароны, паста. Нехитрым движением распаковываем вкуснейшие специи. Так, пока у нас в принципе специи готовы, водичка подогревается, можно изучить тактическую обстановку на карте. Не ударит ли враг с тылу? Не ударит. Если что-то совсем не пойдет не так, как надо, и мы не сможем приготовить наше блюдо, можно воспользоваться подсказкой, звонок другу и позвонить, например, Деду Морозу. Вот. Но делать мы этого сейчас не будем. У нас есть еще один компонент. Это ярославские сосиски. Ярославские сосиски. 2 сосиски у нас уже готово. У нас уже все готово. Казалось бы, но нам чего-то не хватает. Конечно, дорогие друзья, нам не хватает овощной нарезки. Помидорчик, лучок. И теперь, в принципе, нужно дождаться главного, когда же закипит водичка. Что, не охренели стрелять тут рядом? Вот, закипела водичка. Достаем водичку и заливаем водичку в нашу, так сказать, заготовочку. Да, не угомонятся люди. Вот. Нужно накрыть наше уникальное блюдо на 5 минут, чтобы оно приготовилось. Пока мы кушали, там ребята захватили почти весь город, а какие-то снайпера что-то еще высматривают. Вот такой у нас город. Называется Жуфрикурт. Его построили специально, чтобы проводить, так сказать, городские бои. У этого спрашивал? Говорю, спрашивал у Сержика, говорю, поменяй меня, типа, ебать. Где? На это? А, да. Я говорю, давай поменяемся. Окей. Я говорю, давай поменяемся, ебать, поменяй меня с кем-то. Я не могу тебя поменять, ебать. Ну если хочешь... А? Да. Ну я, понимаешь, я не хотел из-за, понимаешь, тут много говнишка может. Один день побегать я бы с удовольствием, а бегать 10 дней нахуй. Припарковались возле домов, теперь это наше место для ночевки. Домики, в принципе, ничего так, только без внутренней отделки. Сейчас мы заходим в один из домов. Пупырышки на жилетах – это датчики, которые принимают лазерь. И когда в тебя стреляют с оружия, можно понять, убит ты или ранен. В общем, перед ночевкой объясняют, где кто спит и какие сектора для наблюдения для ночных постов.
Для того, чтобы лучше заснуть, мы решили попрактиковать дыхательную гимнастику. Раскинув коврики для фитнеса, дружной компанией мы начали готовиться ко сну. Спать я решил в вабе, чтобы потом ночью, если вдруг тревога, не бегать как ужаленный в поисках своих шмоток, а спокойно залезть за пулемет. Тревоги ночью не было, а утром нам приказали готовить город к обороне. Так что было принято решение зафигачить все проходы колючей проволокой, а подъездные пути заминировать. За день мы всевозможные подходы загородили. Перед тем, как в городе в этом начнутся бои, отсюда съезжает вся ненужная техника. Такая техника, как трактора. Да. Слышится уже стрельба. Это значит, что на город идет наступление. А мы стоим на холмике возле церквушки. В общем, так мы долго тупили, и некоторым непоседам, таким как я, захотелось немножко размяться. Я не знаю, где этот дядя достал винтовку, но мы решили залезть на церковь и посмотреть, что же творится на окраинах города. Да, на кадрах типичный читер, у него нет жилета и каски с датчиком, и его невозможно убить. Колесные АМХ стоят и наблюдают за своим сектором. Тут уже и мы переместились в центр, потому что враг наступает сильнее. Фелиситасьон. Валя. Чё все? Qu'est-ce qui se passe alors? По радио докладывают о том, что противник был в определенном квадрате, возле здания под номером 46. Вот так мы сидим и ждем, пока нас раздолбает артиллерия. Хуясь. Если у моего ВАБа имитация стрельбы это электронная пиу-пиу-пиу, то у АМХ это какая-то хлопушка и сирена. Вау. Капитан, Белькадр. Валя. Ah oui, 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 j'ai vu. Pas mal. Мы опять меняем позицию в надежде хоть кого-то подстрелить. Становимся с другой стороны аптеки и наблюдаем на улицу с красными домами. Quel merci, y a pas de merci ici. Rien là-bas. ПВП derrière toi. Oui, 10 mètres. В такой тупёшке и закончился наш день. После всех этих нападений и захватов нам осталось убрать за собой все заграждения и баррикады, что мы наставили. Наши учения подошли к концу. И я уже думал, все, можно отдохнуть, но меня распределили в группу, которая занимается погрузкой техники на платформы. Лестница. Все ребята поехали на автобусе, а мы поедем поездом. Вот такая ностальгия. Спас. C'est quoi ça? Poussez le mec, putain de merde! S'il vous plaît, reculez. Tranquille.
On peut pas rester filmé, журналист. Как мы видим, моего французского коллегу все равно немного перебрасывают назад, потому что они немного боятся, не допускают журналистов. Я не знаю, что там случилось, но, наверное, что-то очень опасное. Какой-то конфликт с французской прессой. Французские военные развивают конфликт. Как мы видим, в этом замешаны еще гражданские лица. Французские военные не очень корректно обращаются с представителями прессы. Французские люди могут спать спокойно. Антитеррористическая угроза уже нас не беспокоит. Что мы видим? О боже, куда эти военные бегут? Похоже, что-то тут случилось не так. Похоже, атаковали террористы, исламисты, ИГИЛ нападают. Кого-то уже ранили. Уже после мы спросим, выясним, это было тяжелое ранение или легкое, но пока что продолжается стрельба. Вы можете слышать эти звуки. Я надеюсь, что народу немного погибнет.